Всем привет! И сегодня мы с вами будем делать тележку для сварочного полуавтомата. Поехали! Делал я как-то тележку, которая служила верой и правдой уже практически 10 лет. Раньше я на ней возил трансформаторную сварку, а теперь вожу на ней полуавтомат. Случилось так, что сломалась уже и ручка здесь прикручивается, и сама сварка наверх ставишь вроде нормально, уже колесико развалилось. Провода, которые идут к полуавтомату, это идет 3 в 1. Тут дуговая сварка и полуавтомат, оно все сверху валяется, намотано. Сегодня я решил, что буду делать такую многоярусную тележку, которая будет со всякими висюльками для держателей, для пистолета, для полуавтомата. И что-то такое, чтобы сверху можно ложить было инструмент, какие-то молотки, электроды, маску и все остальное, что необходимо для сварки. Поэтому первым делом снимаем эту ручку ненужную и приступаем к работе. Из моих запасов металлолома у меня была вот такая крышка, это от газовой плиты. Подогнал мне когда-то ее хороший мой друг, знакомый. Распилю ее наполовину и получится 2 полочки. При работе легко вставляется. Немножко есть люк, но это хорошо, чтобы хорошо вынимался. Достаем, работаем. Если надо его собрать, делаем один изгиб, вставляем. Вот в таком положении примерно свернутом он едет, на тележке катается. То есть до земли не дотрагивается. Висит. Если надо работать, снимаем аккуратно, работаем, ставим на место. Инструмент вроде держится, все вроде хорошо, но если посмотреть на рабочий стол, он закидан всяким барахлом, поэтому придется наращивать вверх. Тем временем печушка греет, в гараже тепло, красота. Примерно где-то 13 градусов. Ну, это нормальная температура, так как работаешь, даже жарко. Возле печки, конечно, теплее. Сетку приобрел в магазине, цена вопроса $5, размеры примерно 1,5 метра на 70 сантиметров. Ячейка у сетки сантиметр на 2,5.
Сейчас расскажу немножко про функционал, что здесь можно повесить. Верхняя часть сетки очень хорошо подходит для инструмента. Можно вешать всякую оснастку, зажимы, маску, струбцины, магниты и подручный инструмент, который необходим будет при выполнении работ. Электроинструмент находится с правой стороны тележки. Это шуруповерт, дрель, болгарка, зачистная и отрезная. Очень хорошо подошли эти крепления труб. Болгарки также очень хорошо снимаются, вешаются на бортик тележки. Также инструмент. Снизу прикрутил два сетевых фильтра, вывел обычный выключатель. При замене кружка или сверла нажимаем выключатель, меняем оснастку на инструменте, включаем, дальше работаем для безопасности. Питание с них идет по кабелю в розетку удлинителя. Удлинитель намотан сверху. Его длина примерно метров 8, и при необходимости тележку можно возить по всему цеху. Сам удлинитель съемный, его можно в любой момент снять. Здесь такие два зажима, которые цепляются в корпус. Это сделано для удобства, чтобы можно было удлинитель взять и использовать для других целей. Сварка подсоединяется к баллону через длинный шланг, который стоит в конце гаража. Сам удлинитель висит на сетке. К сетке прикручены две таких стандартных вешалки, которые продаются в строительных магазинах. Она очень хорошо сюда подошла, и с двух сторон можно что-то цеплять. На верхней части вы уже видели, я приварил такую полочку от чашек, на которую можно цеплять струбцины, зажимы и также маску. Очень удобно, сверху накинул, и она здесь болтается. Также магниты можно расположить в любом месте, они магнитятся. Полочка из сетки очень хорошо подходит для мелкого инструмента. Можно что угодно сюда пронизывать и не отваливается. Можно тут располагать как угодно, что угодно. Также вот были такие крепления, старые жалюзи крепятся к окнам. Остались такие квадратики, и они тоже очень хорошо подходят для мелочевки. Сверху имеется переноска, которая идет с удлинителем. Можно взять, где-то что-то варим, поближе поднести под машину где-то. Можно расположить над столом, повесить, если не хватает света. Сверху на рабочей поверхности лежит линолеум, обычный вырезан, для того, чтобы не сильно убивать железо, чтобы сильно не царапалось. Можно работать здесь. Также и снизу под сваркой тоже линолеум, если что-то где-то придется тёгать, чтобы сильно ее не царапать. Открывается крышка хорошо, будет подпираться здесь магнитиком и держаться. Крепление пистолета выполнено в виде скобы для глушителя. Также отрезана туба от силикона пластмассовая, имеет чисто эстетический вид, чтобы пистолет, когда ставим его на место, чтобы не царапалось, чтобы не било по железу, он будет упираться в пластмасску. Очень удобно. И также есть, он не приваренно прикручен, и можно регулировать наклон, поджать и в любую сторону. С правой стороны имеется тут масса, отдельно свернута, когда не работаем, и держатель для дуговой сварки. Если он не нужен, он висит. А массу распутываем, работаем, цепляем где-то вот сбоку. Когда это не надо, все вешается и перевозится. Инструмент остается на месте. Сама сварка находится в среднем положении. Столик находится на уровне ладошек, чтобы было удобно что-то где-то по мелочи делать. Ну и регулировка производится, не сильно наклоняться, вот все доступно, все регулировки. Также и имеется столик, шуфлядка, обычные направляющие кухонные, ничего тут сложного нету. Сюда будут ложиться электроды, запасная проволока, всякая мелочевка, чтобы
не пустовало место снизу. Передние колеса поворотные, поэтому тележку без проблем можно таскать по цеху в любом направлении. Сверху тоже имеется сетка, на которую можно приделать разные крючки и тоже что-нибудь цеплять. Если вам понравилось это видео и понравилась эта тележка, как она изготовлена, то ставим пальцы вверх. Обязательно делаем репосты, делимся с друзьями. Не забываем подписаться на канал Гаражный Хит. И всем пока, с Новым годом! А что там за дырочка такая? Ох, непорядок, надо заварить.